Сегодня будет честный разбор апарт-отеля Greenside в Гонио. Смотри это видео до конца, и в конце ты узнаешь мое личное мнение по поводу этого комплекса. Всем привет! Вы снова на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим о недвижимости и инвестициях в Грузию. Я предлагаю начать, как всегда, с презентации комплекса. Пройдемся по презентации, затем посмотрим планировки квартир, посмотрим расчеты доходности. Первая страница презентации: два комплекса. Вот этот комплекс, который малоэтажный, 12-этажный, он уже полностью готов. На первом этаже прекрасный ресторан, там очень вкусная еда, буквально позавчера там обедал с клиентом. На втором этаже находится полноценный бассейн, уже действующий, сауна, стоит стол для пинг-понга, стоит настольный футбол. В общем, здорово. На самом деле внутри вот то, что они сделали, уже готовое, это просто туда хочется приезжать и останавливаться. В первом комплексе есть пару пентхаусов в продаже, но по большому счету выбора там нет. Сегодня мы поговорим о новом их проекте. Это вторая башня, вот эта 20-этажная. Они в одном стиле. Пока сделан вот первый этаж стилобата, то есть коммерция, и сделан, по-моему, 1 или 2 этажа жилых. Пока строят дальше. Компания Greenside Construction, значит, больше 16 лет на рынке, больше 32 миллионов инвестиций, больше 20 тысяч метров квадратных построено, 5 реализованных проектов. Давят здесь на качество, и это правда. То, что я видел там, это очень высокого качества. Про сам проект. Это реально нулевая линия. То есть вы выходите из своего апарт-отеля, у вас уже действующий бассейн. Я там купался, всем рекомендую, супер теплая вода. В любое время года можно приезжать купаться. И выходите из бассейна, попадаете на прекрасную набережную, и тут же сразу море. У компании Greenside есть свой ресторан на пляже, лежаки в деревянном стиле, все очень, так знаете, со вкусом. Видно, что люди подходят, любят свое дело. Вот так. То есть я вижу это в недвижимости, у меня глаз наметан, вижу, что вот они любят свое дело. 433 апартамента, 30 метров до моря. Это реально, это уже с пляжем 20-метровым. Соответственно, ты выходишь, и вот тебе море. Рекреационная зона 35 соток. Площадь апартаментов от 25 студий до 72. Это апартаменты с 2 спальнями. И дуплексы, так называемый пентхаус на последнем этаже. Там такой высокий 6-метровый потолок, разделен на 2 части, высокие окна. В целом очень красиво. Из интересного, вы не можете купить апартаменты под самоотделку. Все апартаменты сдаются полностью под ключ и готовы к проживанию. Ремонт можно корректировать, но есть базовый ремонт, который уже сделан, можно посмотреть. В целом, еще раз повторяюсь, очень неплохого качества именно для сдачи в аренду, для рекреации. Расположение комплекса. Значит, кто не знает, не бывал в Грузии, находится он в районе Гонио-Квариати. Гонио-Квариати отличается самыми чистыми пляжами в Грузии. Ехать от Батуми, вот здесь нарисована почему-то объездная дорога, но на самом деле ехать, вот я ехал в воскресенье 15-16 минут, в августе я добирался минут 30, наверное, когда пробки там и так далее. Хотя сделали объездную дорогу, возможно, ситуация с пробками сейчас разгрузилась. Что из интересного, жителям и вообще отдыхающим Гринсайда и в Гонио очень много достопримечательностей. Пешей доступности Римская крепость, там, 1 века. Большое интересное сооружение, большие стены. Если вы поклонники Римской империи, то всем рекомендую сходить. Я лично поклонник походов в горы и хайкинга. Буквально над Гонио расположена гора, на которой стоит крест, такая тоже местная достопримечательность. И с утра прогуляться до него просто лучше любой разминки, лучше любой пробежки. Что там еще есть? Водопад недалеко Андрея Первозванного, тоже интересно, в сторону Турции. Опять же, до Турции недалеко, в случае чего, тоже смеялись с клиентами, в случае чего можно сесть на машину, на велосипед или даже пешком дойти до Турции, или доплыть до Турции. Дальше, мы уже поговорили, вот этот вид реальный из действующего отеля, вы видите вот закат солнца, из каждого номера абсолютно вы можете наблюдать прекрасные закаты на Черном море, это стоит того. Потрясающие виды, это правда так, чистое море, тоже так. Значит, срок сдачи проекта. Блок А мы видим 12-этажный, он уже сдан. Причем сдан в 2023 году, хотя они обещали сдать его в 2024. Это одна из первых таких ситуаций, когда ребята сдали свой дом раньше. Мы говорим про апарт-отель. Жилые дома раньше сдавались. Но сдать апарт-отель полностью с отделкой и с полным наполнением, вплоть до тапочек, халатов и посуды, сдать на полгода раньше обещанного, это дорогого стоит. Блок Б сдается, 20-этажный, сдается в третьем квартале 2026 года. Если будут работать так же, как и в блоке А, соответственно, можем надеяться, что, возможно, они успеют уже и к началу 26 сезона. То есть осталось лето 25-го, да, и начало 26-го. То есть фактически, если сейчас купить, то можно уже попытаться в 26 году уже там самим сдавать или сдавать через управляющую компанию, либо сдавать самостоятельно, либо жить там.
Инфраструктура, я уже сказал, что 35 соток, это реально, это не, вот что интересно вот у Гринсайда, они использовали, молодцы, то есть рендеры нового отеля, а в презентации используются фотографии действующего блока А, и вот это реально ресторан, я вот за этим столиком, где вот диван со стульями, я буквально недавно обедал. Лаунж есть, спа действующий есть, открытый-закрытый бассейн действующий уже есть. Развлекательные зоны уже есть, парковка закрытая уже работает, пляж собственный уже есть, работает, зеленая летняя терраса есть и работает, тренажерный зал, я лично там был и занимался, работает, в ресторане кушал, в баре выпивал. То есть все, что здесь написано, это не будет когда-то, может быть, это уже есть и уже работает. Дальше лаунж-зона, ну просто фотографии, я просто буду пролистывать, ну не будем на них останавливаться. Это реальный тренажерный зал, это реальный бассейн. Открытый с левой стороны, справа закрытый. Молодцы, наняли хороших фотографов. Это уже видим рендер. Женщина в купальнике с бокалом чего-то алкогольного. Это их реальная стойка ресепшн в блоке А. Значит, какой сервис предлагается? Да? Круглосуточный ресепшн, видеонаблюдение, понятно, безопасность, уборка, техобслуживание. Ну, вот давайте по техобслуживанию, что хочу сказать. Я был там в августе, когда был полный зал. Таких вышкаленных официантов и такого увлеченного управляющего, как Гио, я, честно говоря, не видел. Он всегда там. У меня машина, сигнализация сработала, начала пикать. Он тут же выбегает, что случилось. Ну, то есть вот я там чувствовал себя в абсолютной безопасности, очень хороший, высокого уровня для Грузии сервис. Вот 100%. В принципе, все, что здесь есть. Общая часть собственников, да, я слышал, я знаком с несколькими собственниками, они там вечером собираются, поют песни под гитары, там вместе выпивают, какие-то барбекю, просмотры фильмов. То есть там еще, помимо всего прочего, помимо того, что это хорошая недвижимость на первой линии чистого в Гонио, чистейшего моря, это еще и комьюнити. На самом деле соседи, сами знаете, дают очень-очень много, как это называется правильно, качества жизни, что ли. Дополнительной стоимости, добавочной стоимости. По инвестиции. Здесь, конечно, все интересно. Давайте просто поговорим про цифры, да, что они говорят. Есть для аренды, говорят, что будет 12% в год. Для перепродажи говорят 20% в год блок Б на этапе строительства и сданный блок от 10%. В целом, да, про деньги чуть попозже, поэтому мы вернемся к этому конвенционной привлекательности. Значит, условия покупки очень гибкое. Первоначальный взнос 30%, рассрочка на 30 месяцев. Блок А можно купить и в ипотеку, потому что дом уже сдан. Идем дальше. Это капитализация блока Б. 1500, 1860, 270, 2340. Ну, могу сказать так, что сегодня вот наши клиенты на прошлой неделе купили апартаменты уже, это у нас сегодня третий квартал 2024 года, уже по цене $3000 за метр квадратный. Здесь приведена ставка, чтобы вы понимали, 1550 это самый низкий этаж, вид во двор. Вот, наши клиенты покупали самый высокий этаж, это торцевые квартиры, поэтому там разница довольно серьезная в цене низкого этажа и высокого этажа, но тем не менее цифры, вот эти цифры я смотрю, что у них будет цена 2340 в 2026 году, я скажу сегодня, в 2024 цена уже 3000, то есть уже капитализация выросла быстрее, чем они ожидали, это отрадно слышать. Ну что, планировка этажей, значит, то, что говорил про нашего клиента, он купил вот эти квартиры, раз, два, под объединение. Море у нас с левой стороны, вот написано море. Вот, и еще купил вот эту квартиру для гостей. Вчера у меня были, в выходные мы доездили, были переговоры, у меня клиент хочет купить всю вот эту сторону. Это сторона Турции, закатная сторона, и из всех этих апартаментов будет видно прекрасно и горы, и море, и закат, и вообще все-все-все. Студии, которые наверху, они, естественно, дешевле. Потому что у них не видно, у них море видно тоже хорошо, но не видно будет закатов в зимний период. В летний период будет видно, а вот в зимний период не будет закатов. Но, как говорит застройщик, он правда говорит, мы были там, позавчера была очень плохая погода, был шторм на море, и дул сильный ветер. И вот сторона, которая турецкая, она яркая, с закатами, солнечная, но она и ветреная. Мы стояли, замерз просто там, говорит, пойдем, говорит, на тихую сторону. И действительно, когда мы перешли на тихую сторону, было очень тихо, даже в плохой, вот в ветреную погоду, в шторм. На балконах было сухо, потому что дует с другой стороны. Можно даже в плохую погоду посидеть на балконе, посмотреть на море, там, помечтать о чем-то высоком. Это была планировка с 3 по 11 этаж, а сейчас планировка с 4 по 18. Она в целом такая же, только здесь добавляется еще такая буква Г, как бы ножка у буквы Г. Что можно здесь сказать? Что вот эти номера 5, 6, 7, они просто с видом на горы, хотя в номере 5 можно еще и море лицезреть. А вот номера 1, 2, 3, 4... И также 9, 8, 9, 10, 11, они все с прекрасными видами. Правда, всего 2 квартиры
в которых не видно море. Ну это же здорово. И всего у нас 11 квартир на этаже. И как я уже сказал выше, многие покупают здесь квартиры под объединение. И это здорово, соответственно, будет еще меньше соседей, будет еще больше квартиры, будет еще интереснее комьюнити. Дальше, типы апартаментов. Здесь всего три типа. Студия стандартная от 25 до 40 метров. С отдельной спальней, так называемая евродвушка, это от 44 до 56 квадратов. Кстати, идеальные площади. Вот что мне нравится, нет этих студий по 19 квадратов или по 55 с огромными балконами. А есть вот хорошие евродвушки 44-56, вот средние 50 метров. Это просто вот мы недавно записывали видео, меня Влад спрашивал, а какая вот идеальная квартира в Батуми? Вот идеальная квартира в Батуми — это квартира с отдельной спальней площадью 50 метров квадратных с балконом 5-6 квадратов. Это вот то, что доктор прописал. Ну и квартиры с двумя спальнями, да, они с большими балконами, они торцевые, они большие, да, они дорогие. Ну для тех, кто понял жизнь, кто заработал уже денег, соответственно, предлагаю обратить внимание, ваше внимание на торцевые квартиры, тем более, что их осталось очень-очень-очень-очень мало. Отделка под ключ, все очень стандартно, дизайнерский ремонт, причем наняли не просто там дизайнер какой-то с улицы, это реально дизайнерская компания, каждый номер разрабатывается индивидуально. Любые ваши пожелания учитываются. Все, что входит в базовый набор, ничего доплачивать не нужно за пожелания. Но если вы хотите теплые полы, дополнительную приточную вентиляцию, какие-то дополнительные изыски или какие-то фичи, пожалуйста, обращайтесь, за дополнительную плату вам все нарисуют и все реализуют. Дальше мебель, кухня, телевизор, холодильник, кондиционер, фен, аксессуары для здания уюта. Все там есть, я все видел, все подтверждаю. Это фотографии стандартного номера, причем номера с видом не на закатную сторону, на сторону Батуми. Прекрасная двухспальная кровать, много мест для хранения, куда поставить чемоданы, когда вы приехали, куда что-то спрятать, чтобы ничего не мешало. Прекрасно. Хорошая оборудованная душевая кабина. Что я люблю в душевых, это очень важно для меня, когда заходишь в душ, чтобы не было этих бортиков дурацких. У меня все время я в отелях, где вот есть бортики, я все время ломаю себе мизинец или сбиваю себе ноготь на мизинце, потому что то ли неуклюже, то ли просто так, не знаю, так у меня сложилось. Я обожаю, когда в ванну заходишь из комнаты, у вас нет этих порожков дурацких. И вот у них решено очень-очень удачно, что весь пол и в комнате, и в ванне он вровень сделан. То есть я, если буду там останавливаться, то я не буду там же забивать себе пальцы ног. Это мы посмотрели студию стандартную, это у нас тоже студия, но уже с дополнительным местом, с диваном таким зеленым. То есть приятные тона, приятный декор, приятный фартук. То есть видно, что дизайнер поработал. Правда, вот видно, что вот дизайнер поработал, что здесь был вообще дизайнер. Голубая мебель, голубые шторы, голубые стулья на кухне. То есть все очень выдержано. А теперь давайте перейдем ко второй части нашего мероприятия. Называется расчет доходности. Мы сейчас с вами либо посмеемся, либо удивимся. Значит, я, честно говоря, сам этот расчет доходности вижу первый раз. Поехали. Студия. Что мы здесь видим? Значит, минимальная цена сегодня $2000 за квадрат. Значит, ночей проживания, значит, они планируют 174 дня. Это значит примерно полгода, то есть 50% заполняемость. При загрузке, при стоимости 160 лари в сутки, валовый доход 28, это $10 000. Услуги управляющего сервиса берет, у вас останется 17 тысяч лари. 17 тысяч лари сегодня это по курсу 2,71, 6300. На вложенные, например, 60, это просто прекраснейшие показатели. Игорь, мы с тобой запросим ГИО, попросим у них летний сезон. Я уверен, что они сдавали июль-сентябрь выше, чем 190. Я у них сейчас был, у них сейчас цена 190, уже октябрь. Так что, скорее всего, они сдавали уже в этом году выше, чем в прошлом. Чем они писали. А вот зимний период, я считаю, что их амбиции переоценены. 30 дней с октября по декабрь я уверен. А то, что 36 дней они забьют с января по март, я здесь сильно не уверен. Январь, первые 10 дней может быть новогодние, потом точно ничего не будет весь февраль, и март может быть дней 10. В целом, я думаю, что если подкорректировать, посмотрим реальные цифры и увидим, что июль-сентябрь сдавался дороже, и это выше их показателей, а январь-март хуже, то в среднем, я думаю, так и выйдет около $6 000, а $6 000 на вложенные 60 это очень-очень даже неплохо, без учета капитализации. Тем более, что вы ничего не делаете, то есть вы просто отдаете застройщику деньги, покупаете недвижимость, у вас возникает объект недвижимости, который вам позволит потом подать на вид на жительство, например, или вы можете его заложить, вы можете его подарить, оставить детям, там, подарить жене, там, любовнице, за все что угодно, да? Самое главное, можно заложить. Это на самом деле очень клевая история, когда вы берете объект недвижимости, который приносит вам доход, его закладываете, берете деньги обратно
себе, вкладываете какие-то другие инструменты, там биткоины, акции, что-то еще, а свой кредит оплачивает, исходя из дохода этой студии. Это вообще классная история на самом деле. Поехали дальше. Расчет доходности по евро-двушке с отдельной спальней. Ну, картинка здесь некорректная. Здесь картинка двух студий, сразу говорю. Значит, сразу доходность у нее в 2 раза ниже. И это правда. Дело в том, что студии сдаются, это вообще по опыту отельной недвижимости, студии сдаются лучше. Поэтому, если вы планируете в Гринсайде покупать квартиру с отдельной спальней и для сдачи в аренду, тогда я бы рекомендовал купить 2 студии. Да, это они стоят будет плюс-минус одинаково, но доход будет в 2 раза больше. Но если же мы говорим про то, что вы хотите просто владеть недвижимостью, чтобы у вас просто была своя квартира, тогда, конечно, рекомендую присмотреться к квартире с отдельной спальней. Я останавливаться сильно не буду, есть такие же показатели по заполняемости, примерно. Мы тоже думаю, что где-то они переоценены немножко, где-то недооценены. Дальше, 2 плюс 1, 60 квадратных метров. Вот у нее доходность выше, и я понимаю почему. Потому что когда едет семья, например, с детьми, да, с 2, то проще и дешевле в отеле арендовать одну квартиру за 298 лари и жить, ну, одна кухня, 2 спальни, да, с ребятишками, чем покупать 2 студии. У вас еще дети будут отдельно жить, как бы, да, не очень удобно, нет гостиной, где вместе время провести. Поэтому вот в этом именно проекте, вообще в отельной недвижимости, именно для сдачи в аренду через управляющую компанию, покупайте либо 2 отдельные студии, либо лучше 2 плюс 1. С 2 спальнями это будет пользоваться популярностью у людей с детьми или кто с родителями приезжает вместе. Хотя с родителями, наверное, лучше брать 2, я бы взял 2 студии с родителями, чем 2 плюс 1. Ну и дуплекс, здесь тоже расчет есть по дуплексу, у него вообще самая низкая доходность, все-таки пентхаус, он и стоит дорого, да, и метров квадратных много, а стоит в аренду он не сильно отличается от квартиры с отдельной спальней. Дуплекс это все-таки такое для тех, кто уже все понял. Последний этаж, это кому не хочет соседей вверху иметь, кто любит там вечеринки, любит хорошие виды из окна, дуплексы, моя рекомендация. Ну и что, как обещал, в конце видео мое личное мнение об этом проекте, расскажу историю, как я с ним познакомился, каким образом вообще сейчас у нас идут отношения с этим застройщиком и почему я сегодня решил сделать этот разбор. Значит, первое, что мне понравилось, я уже говорил в начале видео, это отношение застройщика. Для меня это очень важно, человеческое отношение, долгосрочное отношение, это очень важно в моей жизни. На нашу компанию вышел сам застройщик, попросил приехать и показать всем нашим агентам свой проект. Я говорю, да, окей, гоню, сейчас август, пробки, там туда-сюда, тяжело ехать. Он говорит, подожди, мы все пришлем. За нами прислали машину, все менеджеров посадили, отвезли, накормили, напоили, все показали. И обратно я сижу в офисе, я не ездил, честно скажу. Я сижу в офисе, приезжают ребята, Антон, такой проект, давай быстрее продавай, давай рекламу, вот такой проект. Все влюбились, все менеджеры компании GPI, все влюблены в этот проект. Из-за локации, качества, отношения застройщика, по всем, и уже есть готовое, то есть не какие-то обещалки, это уже готовая история. Значит, как мое мнение формировалось? У меня был недавно был клиент, у которого был нестандартный запрос. Он хотел купить готовое жилье для того, чтобы проводить там времени. Большая семья, родители отдельно живут, дети отдельно, внуки отдельно. Вот хотел бы какое-то место, где бы он проводил время в Грузии со своей семьей. Вот. У меня сразу же в голове какая история появилась. Думаю, покажу ему виллы. Покажу виллы, потому что все-таки загородный дом, там можно собрать много людей, много спален и так далее. Потому что в апарт-отелях, сами знаете, там студии. Вот. И когда они прилетели сюда, наши клиенты, мы отвезли их в один коттеджный поселок, в другой коттеджный поселок, показали виллы. Ничего не нравится. Не нравится либо качество строительства, либо далеко от моря. Либо там вот мы смотрели одну виллу, все понравилось, и такой вопрос, а где мы будем завтракать? И ведь правда, в коттеджных поселках зачастую нет ресторанов, нет какой-то инфраструктуры. Ну да, стоит бассейн. Ну не будешь же сам на отдыхе готовить себе там еду еще на 10 человек, на всю семью. Вот, поехали, показали в Чакве, там есть большой проект, показали. Не понравилось качество, какое-то как отельное все, хотелось все более семейного. И вот все, на 4-й день у меня уже руки опустились, я уже не знаю, куда повезти. И Данил мне говорит, Антон, вот же мы были в Гринсайде, поехали, покажем. Хотя просто покажем. Я говорю, ну там же нет вилл, там нет больших номеров, там только студии и 1+1. Я говорю, ну поехали, покажем. И мы собрались какой-то день, была хорошая погода, мы посадили клиентов в машину, поехали в Гоню, приехали туда, нас там так приняли, все показали вот эти пентхаусы, которые уже есть готовые с ремонтом мебелью. И вы знаете, я смотрю на моих клиентов и понимаю, что вот они
потихоньку влюбляются. Мы еще остались там, покупались, пошли в море, там посмотрели, какой пляж, там работал ресторан, лежаки, бассейн, много людей, поговорили там, походили в ресторане, пообщались с теми, кто уже живет. Все абсолютно довольны, все довольны ценой, довольны тем, что проект сдался раньше, довольны тем, что все работает, да, что не какие-то обещания, все уже работает, и довольны доходностью, комьюнити обалденное, все дружат друг с другом, в общий чат переписываются, вечером там на гитаре играют. В общем, это все, я сам влюбился на самом деле, клиентам купили много недвижимости именно в этом проекте. Вот, и теперь всех, кто у меня просит, вот в выходные был тоже клиент, наш постоянный, который уже много на семизначные цифры уже накупил недвижимости в Грузии, говорит: Антон, вот у меня был сезон, заработал денег, помоги инвестировать. Я вообще не думаю, куда везти, я просто говорю: поехали, машина, брачный день, дождь, приезжаем туда, ресторан работает, бассейн полный, вроде идет дождь, какие-то люди ходят, нам пришел там мужчина, говорит: что вы здесь делаете? Я говорю: вот я там продаю недвижимость, это мой клиент, там, смотрим здесь, он говорит: ой, я здесь купил год назад, вообще рекомендую, Гио молодец, управляющая вот такая, я никому ничего не сдаю, я купил, чтобы у меня было, приезжаю сюда, когда мне скучно там становится в Краснодаре, вот, я приезжаю сюда, отдыхаю, смотрю на море, читаю книжки, собираемся в этим комьюнити. Поэтому, по моему мнению, сегодня вот из апарт-отелей на первой линии, и тем более в Гонио, это точно best of the best. Обращайтесь в компанию Georgia Private Investment, у нас есть интересные цены, я скажу больше, что если вы даже обратитесь к самому застройщику, у нас будут цены минимум на 3% ниже, чем у застройщика. Почему так? Не спрашивайте, это просто так мы работаем. Все для вас, для клиентов компании Georgia Private Investment. Также напоминаю вам, не забудьте, пожалуйста, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Всем спасибо, все свободны.